Недавно мы обсуждали с родными и близкими цены на продукты в России и Польше. В основном в плане того, что все дорожает. Стало интересно сравнить все на конкретных примерах. Нам согласились помочь друзья в Москве и Уфе, за что им огромное спасибо. Мы возьмем цены на продукты за январь 2021 года в Кракове, Уфе, Москве и сравним их, а также средние зарплаты в обоих странах. Так мы узнаем, сколько денег потратит покупатель в магазинах Польши и России на одни и те же продукты и посчитаем, как это отразится на его кошельке. Для того, чтобы выводы наши были объективными, нам нужно было найти магазин, который есть во всех 3 городах. Таким магазином оказался гипермаркет «Ашан». Мы с друзьями прошлись по краковскому, уфимскому, московскому «Ашану» и приценились. Продукты мы выбирали разные, и необходимые, которые всегда есть в обязательной продуктовой корзине, и универсальные, которые можно купить в любом магазине вроде Сникерса и Кока-Колы. Попробуем разобраться, есть ли сильная разница в ценах между Польшей и Россией, и если есть, то насколько большая. А в конце видео сравним цены со средней зарплатой. Мы постарались выбрать наиболее популярные продукты и, насколько это возможно, похожие. Будем приводить среднюю цену, потому что часто ассортимент продуктов очень большой и различается в разных странах. Начнем мы с фруктов и овощей. Для сравнения мы выбрали яблоки. Как мы уже говорили в одном нашем видео, проблем с яблоками в Польше нет. Они здесь свои в любое время года, вкусные и недорогие. В Уфе и Москве цена сильно зависит от сорта. Сезонные яблоки, выращенные в России, недорогие, но они бывают не всегда и не так популярны, как импортные. Цена импортных может сильно различаться в зависимости от страны и сезона. Если говорить о картофеле, то большой разницы мы не заметили. Он также есть расфасованный по сеткам и весовой. Единственное, в Польше мы не встретили более дешевого немытого картофеля. Такая же примерная ситуация с морковью. Обычно есть фасованная и мытая на вес. Но в России есть возможность купить и немытую морковь. Молочные продукты по вкусу нам кажутся лучше в Польше. Здесь мы стали больше их покупать и есть. Например, сыр отличается большим выбором. Можно купить не только польский, но и много европейских сортов. Поэтому сравнить цены сложно. Если не брать дорогие сорта сыра и взять средний российский и польский сыр в нарезке, то у нас получилось примерно следующее. Самое дешевое молоко по цене примерно одинаково с российским, но в среднем в Польше оно дешевле. Зато в России больше выбор и разброс цен. Хлеб в Польше дороже. Самый дешевый стоит как средний в России, но при этом он вкуснее. В Польше больше видов хлеба для здорового питания, много зернового, без дрожжей. Многие поляки любят покупать хлеб в пекарнях, а не в супермаркетах. В России есть возможность купить бюджетный хлеб, ну и качество будет соответствующее. Хлеб для здорового питания, конечно, тоже есть, но цена будет не сильно отличаться от польской. Куриные яйца в Польше всегда стоили дороже. Мы обратили на это внимание сразу после переезда в 2018 году. Тогда разница была очень заметной. При средней цене за десяток в России 50 рублей 2 года назад, здесь они стоили больше 100. Но за это время разница сократилась. В Польше цена, если и поменялась, то несущественно, но в России она выросла и уже начала догонять польские цены.
Курицу в краковском Ашане в основном можно купить частями. Похоже, что это более популярно, чем целые тушки, потому что они встречаются редко, в отличие от России. Сравнить мы решили цену на куриные ножки. Из макарон мы взяли итальянскую марку Barilla, которая оказалась сразу во всех 3 супермаркетах. Так как это импортный продукт для обоих стран, то цены примерно одинаковые. Конечно, есть макароны дешевле, но мы их решили не сравнивать, так как их очень много и они очень разные. По крепкому алкоголю мы остановились на международных брендах, а по пиву посчитали среднюю цену. По нашему мнению, пиво в Польше вкуснее и лучше. В России понравившиеся бренды со временем становились хуже, и многие наши знакомые, как и мы, перешли на частные пивоварни. Еще один показательный продукт по цене – чипсы. Мы решили сравнить Lay's, которые тоже легко найти во всех 3 магазинах. Если сравнить такие шоколадки, как Bounty, Snickers и Mars, то они в Польше дороже. Но, возможно, потому что весь шоколад здесь в принципе дороже. Например, если взять ту же Милку. Есть марки недорогого шоколада, но выбор меньше, чем в России. Кока-колу оказалось сравнить не так легко, как мы думали. Нам не повезло, потому что в польских и российских Ашанах оказались бутылки разного объема. Единственная одинаковая бутылка объемом пол-литра оказалась самой дорогой именно в Кракове. Интересно было обнаружить бутылки объемом 0,8 и 0,9 литра. Раньше внимания на это мы как-то не обращали. Мы не стали сравнивать натуральные свежие соки в бутылках. Стоимость сока в пакетах во всех магазинах примерно на одном уровне. Одинаковых марок не было, и мы взяли среднюю цену. Теперь самое интересное. Сравним средние доходы в Польше и России за 2020 год. Средний показатель по стране в Польше после уплаты всех налогов составляет примерно 3700 злотых. Это около 74 тысяч рублей. Конечно, есть разница, где ты живешь и работаешь. Например, средняя зарплата в столичном воеводстве и в крупных городах выше, но различия не такие уж и большие. В Кракове эта цифра скорее чуть больше 4000 злотых. В России показатель средней зарплаты составляет примерно 45 тысяч рублей в месяц. Но разница в зарплатах между регионами может быть очень существенной. В Москве средний доход – это 79 500, то есть почти 80 тысяч рублей. Для Уфы, например, средний по России 45 тысяч считается хорошей зарплатой, а реальная средняя скорее 32-36 тысяч. А в маленьких городах и того меньше – 20-25 тысяч рублей. Получается, что несмотря на разницу в доходах, которая очень существенна, траты на продукты везде примерно одинаковые. Что в Кракове, что в Уфе, что в маленьком городе России и даже Москве. Такие вот дела и результаты. А что думаете об этом вы? Напишите свое мнение в комментариях, нам будет интересно его прочитать. До встречи!